Исторические парламентские выборы в Венгрии. Партия ТИСА получает конституционное большинство, а Виктор Орбан, удерживающий власть более 16 лет, уже заявил о своем уходе в оппозицию. Кто такой Петър Мадияр? Как он стал одной из ключевых фигур в политике Венгрии? И что изменится с его приходом к власти? Соединенные Штаты передали Тегерану окончательное предложение о завершении конфликта и объявили о введении морской блокады иранских портов. Нетаньяху много лет пытался втянуть Соединенные Штаты в войну с Ираном, но только Трамп согласился. Скандальное заявление бывшего госсекретаря США Джона Керри. Организация Объединенных Наций заявила о стремительном ухудшении гуманитарной ситуации в Ливане. А премьер-министр Израиля впервые с начала войны пересек границу этой страны. Вокруг резиденции Путина на Валдае построили 7 новых башен с системами «Панцирь» в течение марта. Теперь их там 27. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. На парламентских выборах в Венгрии уверенно побеждает партия ТИСА во главе с Петъром Мадияром. Оппозиция получает 138 мест в парламенте из 199. Это конституционное большинство, которое дает ей практически абсолютный контроль над законодательным процессом в стране без необходимости договариваться с оппонентами. Дорогие соотечественники, венгры, мы сделали это. ТИСА и Венгрия выиграли эти выборы. Не просто немного, а очень много. На самом деле, очень-очень много. В истории демократической Венгрии никогда прежде не голосовало столько людей. И никогда прежде ни одна партия не получала такого сильного мандата, как ТИСА. Спасибо за примерно 3 миллиона 300 тысяч голосов, которыми вы сегодня дали нам исторический мандат на управление страной. Это мандат, который позволит осуществить переходный период максимально эффективно, мирно и плавно. Мы благодарим всех людей, которые с благодарностью проголосовали за нас. Сегодня венгры сказали «нет» обману, лжи, дезинформации и предательству. Дорогие друзья, 2 года назад несколько человек отправились в путь. И в конце концов, в битве Давида и Голиафа любовь восторжествовала, потому что в конце концов любовь всегда побеждает. Сторонники венгерской оппозиционной партии ТИСА массово вышли на улицы Будапешта уже после оглашения предварительных результатов выборов. Центр города заполнили ликующие толпы, которые скандировали лозунги, пели песни и праздновали окончание 16-летнего правления Виктора Орбана. На набережной Дуная сторонники партии поднимали бокалы шампанского, а у здания венгерского парламента празднование продолжилось импровизированным рейвом, где собравшиеся танцевали и отмечали победу оппозиции. Я чувствую себя потрясающе, просто потрясающе. Я никогда не думала, что это действительно произойдет. Я молилась об этом 16 лет, поэтому я очень счастлива. И я думаю, что у них действительно хорошее послание, действительно хорошая программа. В нужном месте, в нужное время. И я надеюсь, они очень хорошие люди. Я думаю, что эта нация проснулась. И мы снова попытались восстановить все отношения в наших семьях. Потому что это самое важное. Любовь и доброта, и вера в будущее. И эта нация – одна из лучших наций в Европе.
И мы можем показать, мы можем изменить и другие нации, чтобы они тоже проснулись. Тиса победила, и я так счастлив и рад. Венгрия теперь свободна. За полчаса до закрытия участков явка составила более 78%, более чем на 10% больше, чем на прошлых выборах. Речь идет о рекордной явке как минимум за последние 20 лет. Правивший 16 лет подряд, премьер-министр Виктор Орбан поздравил Мадьяра с победой по телефону и признал поражение своей партии «Фидес», которая получает лишь 54 места в парламенте. Позднее он выступил перед своими сторонниками и заявил, что «Фидес» продолжит работу в оппозиции. Дорогие друзья, результаты выборов еще не окончательные, но они понятны и ясны. Результаты выборов болезненны для нас, но ясны. Ответственность и возможность управлять страной нам не были предоставлены. Я поздравил победителя. Благодарю всех вас за огромную работу. Никогда прежде ни одна избирательная кампания не проходила так много совместных и масштабных работ. Вы можете это видеть. Нам удалось собрать 2,5 миллиона избирателей. 2,5 миллиона человек доверились нам и сегодня. Дорогие друзья, что означают результаты этих выборов для судьбы Родины и нации, и каков их более глубокий или высший смысл, мы не знаем. Только время покажет. Но независимо от исхода, мы будем служить нашей стране и венгерской нации, находясь в оппозиции. Задача, стоящая перед нами, ясна. Груз управления не лежит на наших плечах, поэтому наша задача — укреплять наши общины. 2,5 миллиона избирателей доверились нам. Мы хотим передать им это послание. Мы никогда их не подведем. И мне даже не нужно говорить, ведь мы вместе уже более 30 лет. Мы пережили трудные и легкие, прекрасные и печальные годы. Но есть одна вещь, которую должен знать каждый здесь и во всей стране. Мы никогда не сдадимся. Никогда, никогда, никогда. Мы никогда не сдадимся. Эту победу многие политические эксперты называют поворотной и исторической. И пишут, что сработал тут комплекс причин. За 16 лет у власти Орбан многим поднадоел, плюс многолетние обвинения в коррупции и затяжной экономический кризис. А еще добавились постоянные конфликты с Европейским Союзом и ощущение изоляции страны на международной арене. Понимая, что проигрывает молодому оппоненту Орбан, развернул армию интернет-ботов. Во всех соцсетях они атаковали избирателей пропагандой, пугая их угрозой из Украины и дестабилизацией в случае проигрыша действующего премьера. Если Кремль поддерживал Орбана негласно, то американцы делали это лично. В Будапешт приезжал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс, который выступал с поддержкой премьера на собрании его сторонников. Сам Дональд Трамп неоднократно хорошо отзывался об Орбане и обещал венграм процветание при поддержке Штатов в случае его очередного переизбрания. Не обошел поддержкой соседа глава правительства Словакии Роберт Фицо. Он публично поддержал премьера Венгрии за день до начала парламентских выборов. Но, как видим, ничего из этого не сработало. Лидер венгерской оппозиционной партии ТИСА Петър Мадьяр стремительно стал одной из ключевых фигур в политике Венгрии после своего резкого подъема перед выборами в Европарламент 2024 года. Юрист и бывший чиновник с опытом работы в Брюсселе и Будапеште, он ранее входил в ту же политическую систему, которую теперь жестко критикует. Мадьяр также известен как бывший муж экс-министра юстиции Венгрии Юдит Варги и родственник бывшего президента страны Ференца Мадла. Сам политик называл эти выборы определяющими для будущего Венгрии и ее внешнеполитического курса. По его словам, страна выбирала между дальнейшим сближением с авторитарными режимами и возвращением в круг демократических европейских государств. Мадьяр обвиняет премьер-министра Виктора Орбана в отходе от прозападного курса и опасном сближении с Россией. При этом часть политики действующего правительства он готов сохранить даже в случае прихода к власти. Речь идет, в частности, о жестком миграционном контроле и программе снижения коммунальных тарифов. Одновременно лидер ТИСы подчеркивает, что приоритетом для него остаются национальные интересы Венгрии, а не позиция Брюсселя. Его риторика по ряду вопросов нередко совпадает с позицией самого Орбана, несмотря на оппозиционный статус. Мадьяр выступает против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз и допускает проведение референдума по этому вопросу в Венгрии. Он также исключает возможность поставок оружия Киеву и ранее критиковал политику Украины в отношении венгерского меньшинства. По оценкам политологов, в случае прихода к власти Мадьяр может сохранить право вето Будапешта на евроинтеграцию Украины, что способно существенно осложнить ее путь в Евросоюз.
Европейские лидеры поздравили Петера Мадьяра с убедительной победой на выборах и выразили надежду на восстановление сотрудничества и добрососедских отношений. Сегодня вечером сердце Европы бьется сильнее в Венгрии. Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь, союз становится сильнее. Поздравляю Петера и партию ТИСА с убедительной победой. Важно, когда преобладает конструктивный подход. Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией. Европа и каждая европейская страна должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обеих стран, а также мира, безопасности и стабильности в Европе. Я только что провел разговор с Петером Мадьяром, чтобы поздравить его с победой в Венгрии. Франция приветствует победу демократического участия, приверженность венгерского народа ценностям Европейского Союза и роль Венгрии в Европе. Вместе давайте продвигать более суверенную Европу ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии. Рекордная явка свидетельствует о демократическом духе венгерского народа. Они высказались, и их воля ясна. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества, чтобы сделать Европу сильной и процветающей. Поздравляем с убедительной победой на выборах Петера Мадьяра, которому итальянское правительство желает успехов в работе. Я благодарю своего друга, Виктора Орбана, за тесное сотрудничество в течение этих лет, и я знаю, что даже из оппозиции он продолжит служить своей стране. Италия и Венгрия — страны, связанные глубокими узами дружбы, и я уверена, что мы продолжим сотрудничать в конструктивном духе, в интересах наших народов и в решении общих задач на европейском и международном уровнях. Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду возможности работать с вами на благо безопасности и процветания обеих наших стран. Вице-президент США Джей Ди Венс вернулся в Соединенные Штаты после переговоров с Ираном в Пакистане, которые завершились без достижения соглашения о прекращении войны. Американскую делегацию он возглавлял на консультациях, продолжавшихся более 20 часов. По словам Венса, главным препятствием на переговорах стала неготовность Тегерана отказаться от возможности разработки ядерного оружия. Он отметил, что иранская сторона отвергла предложенные Вашингтоном условия урегулирования, несмотря на их достаточную гибкость. Вице-президент подчеркнул, что США передали Ирану свое окончательное предложение и теперь ожидают реакции Тегерана. Во время переговоров Венс находился в постоянном контакте с президентом Дональдом Трампом и другими представителями администрации. После провала дипломатической миссии Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов объявило о введении морской блокады иранских портов. Она начнется 13 апреля в 10:00 по восточному времени и затронет все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них. При этом проход через Ормузский пролив для кораблей, направляющихся в неиранские порты, останется свободным. Аналитик института QNC Трита Парси считает, что провал американо-иранских переговоров в Пакистане не обязательно приведет к немедленному возобновлению военных действий между сторонами. По его оценке, даже угрозы со стороны Вашингтона о военно-морской блокаде не гарантируют дальнейшей эскалации конфликта. Парси полагает, что наиболее вероятным сценарием станет формирование нового жесткого статус-кво в отношениях Штатов и Ирана. В рамках такого сценария Тегеран не добьется смягчения санкций, но при этом сохранит контроль над Ормузским проливом, поскольку возможности Штатов изменить ситуацию остаются ограниченными. Я не думаю, что у Трампа есть какие-либо пути эскалации в этой войне, если он продолжит эту блокаду. Важно понимать, что он будет делать это не только против Ирана. Если он попытается захватить суда, перевозящие иранскую нефть, эти суда уже были куплены Китаем, Индией и другими странами Азии, которые пострадают от этого, но это также и их нефть. Он забирает не иранскую нефть, а ту нефть, которую эти страны купили у Ирана. Таким образом, это немедленно поставит Соединенные Штаты на путь столкновения с Китаем, Индией и другими странами. Более того, если он действительно продолжит все это, то весьма вероятно, что хуситы также перекроют Красное море. Это еще 12% мирового потока нефти, которые будут потеряны, вместе с 20%, которые уже находятся под угрозой из-за действий иранцев в Ормузском проливе. Это резко поднимет цены на нефть, вероятно, до уровня около $200. В Нью-Йорке несколько сотен человек вышли на марш в поддержку политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Ирана и объявленной Вашингтоном морской блокады иранских портов. Участники акции прошли по улицам Манхэттена, размахивая американскими и иранскими флагами и скандируя лозунги в поддержку давления на Тегеран. Некоторые демонстранты заявляли, что Иран сам сделал свой выбор, и призывали Белый дом не ослаблять курс на жесткие меры.
Акция прошла на фоне резкого обострения ситуации после провала американо-иранских переговоров и решения Штатов начать блокаду судоходства. Организаторы митинга назвали это необходимым шагом для усиления давления на иранское руководство и сдерживания его ядерной программы. Президент Трамп намеревался объявить о полном прекращении огня и завершении военных действий против Ирана в обмен на немедленное открытие Ормузского пролива. Но срочный телефонный звонок наследного принца Саудовской Аравии в последнюю минуту изменил его решение. Такая информация появилась сразу в нескольких СМИ со ссылкой на источник в Белом доме. По данным журналистов, Мухаммед ибн Салман аль-Сауд умолял Трампа не прекращать войну, говоря, что это историческая возможность и нужно ослабить иранский режим раз и навсегда. В обмен на продолжение военных действий Саудовская Аравия предложила беспрецедентный пакет экономических и стратегических стимулов, а именно $100 миллиардов, напрямую направленных на финансирование американских военных расходов. Прямой нефтепровод из Саудовской Аравии в порт Ашдод, превращающий Израиль в крупный энергетический центр. Инвестиции в размере приблизительно $1 триллиона в экономику США, плюс закупка американского оружия на $500 миллиардов. Создание нового регионального оборонного альянса, включающего Израиль, Саудовскую Аравию и другие умеренные страны под американским зонтиком. И многое другое. В итоге Трамп объявил о временном прекращении огня, а не о завершении войны, как ожидалось. Бывший госсекретарь США Джон Керри в интервью программе Джен Псаки The Briefing рассказал, что Биньямин Нетаньяху много лет пытался убедить Соединенные Штаты начать войну против Ирана. По словам Керри, он лично участвовал в многочисленных переговорах с Нетаньяху и неоднократно слышал от него призывы к войне. Все президенты, к которым он обращался с этим предложением, отказались. Только Трамп согласился. Помимо, конечно, иранцев и переговоров с ними, а также всего вашего опыта, вы, вероятно, сидели за столом напротив премьер-министра Нетаньяху больше, чем кто-либо другой. И он, и Израиль, разумеется, являются здесь важными факторами. Было недавнее сообщение, вы, вероятно, видели в The New York Times, что Нетаньяху был приглашен на совещание, где он, по сути, убеждал Трампа атаковать Иран. Вы когда-либо участвовали в подобных разговорах? Я знаю, что он делал такие предложения и прошлым администрациям. Вы когда-либо были частью этого? И были ли вы удивлены, что ему удалось убедить Трампа сделать это? Что ж, я участвовал в бесчисленном количестве разговоров с премьер-министром Нетаньяху, разговоров, которые проходили в других странах. Но насчет того, чтобы он убеждал Штаты нанести удар по Ирану, да, он хотел, чтобы мы нанесли удар. Он приходил к президенту Обаме. Он сделал презентацию с просьбой нанести удар. Президент Обама отказался. Президент Байден отказался. Президент Буш отказался. Единственный президент, который согласился на это, очевидно, президент Трамп. И это действительно интересно. Я прочитал ту статью. Это была очень хорошая статья. В смысле, похоже, там была хорошая журналистская работа. И там говорилось, что он обошел комнату и спросил мнение каждого. Очевидно. Премьер-министр Нетаньяху сделал, по сути, презентацию из 4 пунктов, сказав, что, знаете, они могут убить. Они могут убить руководство. Они могут спровоцировать смену режима и так далее. Они уничтожат военных и так далее. Что ж, они, очевидно, нанесли военным огромный ущерб. Они, вероятно, потопили, я имею в виду, большая часть флота уничтожена, да? Наши ребята хороши. И позвольте мне прояснить это. Вы знаете, те из нас, кто выступал против этой войны с самого начала, против того, как она началась, и против того, чтобы она вообще начиналась, не сомневаются в силе американских военных и нашей способности делать абсолютно выдающиеся вещи. И я восхищаюсь ими. Но факт в том, что непосредственной угрозы не было. Ее просто не было. И даже сама администрация месяцами говорила нам, что они уничтожили всю программу Ирана. Так что, с одной стороны, они уничтожили программу, а с другой стороны, они говорят вам однажды в субботу: «О, кстати, существует неминуемая ядерная угроза». Думаю, каждый может это понять. Заседание было весьма примечательным. Они обошли стол. Премьер-министр Израиля сделал свои предложения относительно того, что произойдет. И наш президент сказал: «Звучит хорошо для меня. Звучит хорошо для меня». Почему, как вы думаете, это сработало с ним? Почему, как вы думаете, это сработало с Трампом сейчас, особенно учитывая, что он давно говорил о желании ударить по Ирану? Я действительно не могу строить догадки. Я не собираюсь этого делать. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье посетил юг Ливана в сопровождении министра обороны Израиля Каца, начальника генерального штаба Цахала, генерал-лейтенанта Ияля Замира и командующего Северным округом генерал-майора Рафи Милу. Нетаньяху рассказал, что ждет Ирана и его прокси-силы в ближайшее время на фоне напряженности в регионе. Я здесь с министром обороны.
начальником генштаба, командующим военным округом, командиром бригады и нашими резервистами. Здесь замечательный дух и готовность сражаться. И они сражаются хорошо. Война продолжается, в том числе и в буферной зоне в Ливане, где я был всего час назад. Одно из того, что мы видим здесь, это то, что мы фактически изменили лицо Ближнего Востока. Наши враги, Иран и ось зла, пришли, чтобы уничтожить нас, и теперь они просто борются за свое выживание. Созданная зона безопасности позволила предотвратить угрозу возможного вторжения со стороны Ливана, отодвинуть риск противотанковых атак и вести работу по нейтрализации ракетных угроз. Впереди еще остается значительный объем задач. Уже проделана масштабная работа и достигнуты серьезные результаты, и действия продолжаются на всех направлениях. Это является значительным достижением как для государства Израиль, так и для Цахала, включая военнослужащих срочной службы и резервистов, которыми гордится страна. Между тем, Организация Объединенных Наций заявила о стремительном ухудшении гуманитарной ситуации в Ливане, где центры размещения для вынужденных переселенцев оказались сильно переполнены из-за массового исхода жителей. Общее число перемещенных лиц достигло более 1 200 000 человек. Из них около 140 000 размещены во временных убежищах, где наблюдается острая нехватка мест, продовольствия и базовых условий для жизни. За выходные, по данным Ливанского министерства здравоохранения, в результате израильских авиаударов по стране погибло более 90 человек, в результате чего общее число погибших в войне достигло 2020 человек, включая 165 детей. Есть около 10% надежды на успех переговоров. Только 10%. По одной причине. Соединенные Штаты и Израиль – обманщики. Они могут вести с вами переговоры по одному вопросу, а все может перерасти в нечто другое. Например, было достигнуто перемирие, и Ливан должен был быть включен в соглашение о прекращении огня. В мгновение ока все изменилось, и они исключили Ливан из соглашения о прекращении огня. Дай Бог, чтобы переговоры увенчались успехом, чтобы люди могли получить облегчение и чтобы мы больше не теряли наших молодых людей. Потому что с каждым молодым человеком, который умирает, наши сердца горят, и наши глаза плачут, даже если мы его не знаем. Наши глаза полны слез по ним. Ваш враг не тот, от кого вы можете ожидать безопасности, они вам ее не обеспечат. Как видите, разрушения, какие здесь были. Никаких предупреждений, ничего вообще, дети и женщины. Что я могу вам сказать еще? Еще больше страха и боли. Это несправедливо, поистине несправедливо. Ливан этого не заслуживает. По меньшей мере 27 расчетов противовоздушной обороны находятся возле резиденции Путина на Валдае в Новгородской области, сообщает Радио Свобода. 26 башен построили подзенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1», 27-ю. Подзенитный ракетный комплекс С-400 следует из интерактивной карты. Судя по спутниковым снимкам Planet Labs, строительство 8 новых башен «Панцирь С-1» началось с 17 марта. Эксперты прогнозируют различные сценарии после смерти Путина, от борьбы элиты, возможного ослабления или распада России до сохранения системы с новым лидером. В то же время большинство сходится во мнении, что война против Украины не прекратится мгновенно, но может изменить свою форму или интенсивность. Власти России утверждали, что Украина в декабре 2025 года пыталась атаковать резиденцию Путина на Валдае при помощи беспилотников. Москва не предоставила никаких доказательств. В Киеве это отрицали и говорили, что выступают против ударов по политическим центрам и местам, где находятся лидеры воюющих стран. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Пасхой в совместном обращении, опубликованном Офисом президента. Это видео сопровождалось кадрами встречи президентской четы с детьми погибших украинских военнослужащих. Глава государства выразил надежду, что следующую Пасху Украина встретит уже в мире. Зеленский подчеркнул, что полномасштабная война продолжается 1509 дней, и все это время украинцы продолжают борьбу за свою свободу и будущее. По его словам, в нынешнюю Пасху вера украинцев в победу мира над войной сильна как никогда. Когда Украина стоит твердо, решительно и непоколебимо, зная, за кого и за что она стоит, чтобы после пятой Пасхи в военное время первая мирная Пасха пришла на всю нашу землю, для всего нашего народа. Когда пасхальные колокола не прерываются воем сирены воздушной тревоги. Когда зима отступает, и все зло покидает нашу землю, и все воссоединяются со своими близкими, с фронта, из плена и оккупации. Когда близкие рядом с нами, внуки на руках у родителей, и мы все снова собираемся за одним столом.
За это стоит бороться, и мы боремся уже 1509 дней. И на Пасху, как никогда, наша вера сильна. Вера в победу мира над войной. Отец американского предпринимателя Илона Маска, Эрл Маск, посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. По данным российских СМИ, он сидел в зале на специально принесенном для него стуле, рядом с алтарем. Именно этот храм посетили и Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Во время поздравления Путин цинично сказал, что великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой в торжество любви, добра и справедливости. Это прозвучало на фоне полномасштабной войны против Украины и непрерывных обстрелов мирных городов. Напомним, что Маск-старший в последние месяцы много раз приезжал в Россию, выступал на форуме будущего 2050 и посещал IT-парк Башира Рамеева в Казани.